Итак, всем привет! Нахожусь я в Австрии. Сделаем с вами такой коротенький рейс. А заодно пообщаемся по поводу некоторых комментариев, множество вопросов. Номер фирмы, посоветуй фирму. Снимем видео, как заполнять тахабук. По поводу чего еще, ё-моё. Да, в принципе, там уже по ходу пьесы разберемся. Я еще почитаю пару комментариев. Ой, в пути. Снимать видео отдельно про тахабук, каботаж. И в последнее время мне часто начали писать, мне предложили работу, фирма такая-то, такая-то, машина Ивеко, возить перегрузы. Я часто слышу, не слышу, а читаю по поводу вот этих фирм. Ну а пока я жду свой груз и будем с вами ехать в Италию 1000 километров, 1085, где-то так. Вот это мой груз. И как бы это смешно не выглядело, но надо это закрепить. Ну что, груз закреплен, можно выдвигаться. Но реально это очень смешно выглядит. Да. Короче, погнали. Итак, друзья, еду платными дорогами, как по Австрии, так и по Италии. Также сегодня утром я покупал эко-винету. Я думал, что ее нужно покупать так же, как и обычную винетку. Оказывается, нет. Я этот процесс не заснял, но его сейчас быстренько расскажу. Приезжайте на ближайшую заправку на границе. И там практически на всех заправках висит эко-винетки и карта, куда проехать, чтобы ее купить. Приезжаете туда, но это надо делать днем, не ночью. Если вы заедете ночью, то будете ехать на свой страх и риск. Потому что есть эко-зоны, в которые заезжать без эко-винетки нельзя. Штраф. Там я не помню, какой штраф, но он такой значительный. Стоит она 35 евро. Вы даете техпаспорт автомобиля. Человек заполняет все в компьютере, дает вам распечатку. Вот скриншот распечатки. Ну, копию. И выходит вместе с вами к автомобилю и приклеивает вам эту эко-винетку. Сейчас вам покажу фотку, как она выглядит. Вот таким вот образом она покупается, друзья. Что я хотел сказать еще? По поводу комментариев, вопросов, это мы уже по ходу нашей покатушки будем обсуждать. А сейчас я поотвечаю там на пару вопросов, потому что меня там логисты, сам шеф поскидывал кучу вопросов. И вернусь к вам снова. Ну а пока музыкальная пауза. Вроде всем поотвечал. Давайте начнем. Чаще всего мне задают, даже не задают вопрос, а просят: Женя, дай номер какой-нибудь нормальной фирмы, посоветуй какую-нибудь нормальную фирму. Честно, вот я уже устал это говорить. Я уже говорил в предыдущих видео, то, что для вас может быть нормальным, для меня может быть ненормальным. Также наоборот. Вот, например, есть ребята, которые ездят 8-9 тысяч, там, ездят буквально Германия, Австрия, там, Чехия, Польша. Все. Для них это нормально. Для меня это, друзья, ненормально. Пусть там не маленький километраж, пусть они много отдыхают. Но для меня ненормально. Потому что, во-первых, у меня YouTube. Во-вторых, мне скучно. И в-третьих, мне нужен контент, мне нужны страны. А ездить постоянно по одним и тем же странам, вот я по Франции поездил, и что? Для меня нормально проехать 1200-1300, для меня это нормально. Я уверен, что для вас это ненормально. Также, если шеф позволяет дать его номер, я дам его. Если он этого не позволяет, то я не буду
соответственно, давать кому-либо без его согласия, потому что я потом за это отхвачу. Ну, как бы этого нельзя делать. И буквально под последним видео меня вообще убил вопрос, точнее просьба, дай номер логиста. Отвечаю лично тебе. Фирма, в которой я работаю, у нее нет своей логистики. Мы работаем с наймами. Это компания Z-Trans. Я думаю, я ответил тебе на твой вопрос. Там дальше уже ищи номер. Также, друзья, по поводу трудоустройства и всего такого, что Фарид, что я, мы вам уже кучу всего снимали, кучу всего показывали. У Фарида есть видео даже, где он оставил ссылку, где можно сделать бесплатное приглашение, друзья, бесплатное, за которое не надо будет платить ни 600, ни 400, ни 1000 гривен. Все, что вам нужно, это залезть на OLXPL для начала, либо же на вот эти всякие там группы в Фейсбуке, либо просто в интернете посмотреть, найти фирму, пообщаться с ними, узнать их условия. Благо мы уже сняли кучу видео тоже, где какие вопросы надо задавать, на что нужно обращать в первую очередь внимание, что вас должно насторожить, что наоборот привлечь. Ну, друзья, это уже повторять одно и то же из видео в видео, как бы это надоедает. Поэтому давайте не будем задавать лишних вопросов, писать что-либо по делу, либо же просто повосхищаться, либо повозмущаться контенту, который вам предоставляется. Кому-либо помогать, я напомогался достаточно, уже говна получил за свою помощь достаточно. Люди стартуют, а потом оно все угасает, как бы, я не знаю, у человека что-то не получается, он угасает, соответственно, дальше не двигается. И меня это начинает бесить, потому что я-то знаю, как я бы поступил, а он взял и опустил руки. Поэтому помогать кому-либо я больше не буду. Не буду, это я сильно загнул, но пока в перспективах у меня такого нету. Женя, сними видео за Тахабук. Это такая, друзья, болезненная тема. Сейчас меня половина коллег захает за это. Но я скажу, что 90% водителей не умеют правильно заполнять Тахабук. Расписать 9-часовой день, 45-ку, 45 часов, 27 часов, 9 часов, это понятно. Но есть моменты, о которых как бы и все знают, и никто не знает, потому что каждый трактует по-своему и по-разному. Поэтому вот эти все видео, которые там снимались, там за Тахабук, я когда их смотрел перед тем, как поехать сюда, то, что там говорят, вы можете прочитать на самом Тахабуке и сами это сделать. Довольно-таки доступно и понятно. Но есть нюансы, которые вообще как бы нигде никто о них не говорит. О том, что каждую субботу-воскресенье мы должны крутить уикенд свой в Польше. Независимо в какой стране ты находишься, ты должен съехать на Польшу и там открутить эту 45-ку. Никто об этом не говорил. Никто об этом не говорит по сей день. Потом, я слышу везде разные цены за то, что один день не заполнил, там кто-то говорит 120 евро, кто-то говорит 170 евро. Один мне написал в комментариях под прошлым видео, можете залезть почитать, 250 евро за один день не заполненный. То есть каждый по-разному, понимаете? Понятное дело, что еще мент менту рознь, на какого попадешь. И мне вообще кажется, мое сугубо личное мнение, что они эти штрафы, эти менты, пишут со своей головы. Вот захотел ему, там надо 120 написать, он вам взял и бахнул 120. Захотел, не понравились вы ему, он вам 250 шваркнул. Все. Вот так оно, в принципе, и работает. Если нет, докажите мне обратно, документально, в законе каком-то покажите, что оно не так работает. По поводу каботажей. Многие там пишут, постоянно каботажу, выписываю каботажки, тыры-пыры, 5-10. Добавок к этому вопросу затронем сразу другой. О том, что многие мне начали писать, нашел фирму,
Там автомобили Ивека возят только перегрузы. Если, допустим, меня поймают с перегрузами, то будет просто мандат, либо же меня там депортируют и все такое. Друзья, давайте включим с вами мозги и подумаем. Вы осознанно садитесь на автомобиль Ивека, который возит перегрузы. Такие автомобили ездят по 2 техпаспортам. Один там оригинальный, другой на 3,5 тонны. Вы едете на загрузку. Загружаете в эту бедную Ивеку там 7 тонн, 8 тонн, да? Вы забираете документы, вот эти документы, ЦМР. ЦМР это международная транспортная накладная о перевозке товара. Вы забираете эту ЦМР, ставите штамп и расписываетесь. И здесь указан по факту вес, который вы загрузили. Потому что в фирме, по большому счету, что вы там, они вам засунули свой груз, они написали фактический вес. Вы расписались, штампанули. Объясните мне, пожалуйста, теперь, что вам будет за то, что вы осознанно перегрузили автомобиль и поехали? Что вам за это будет? Ясный хер мандат. Не на фирму, а вам будет этот мандат. Соответственно, если у вас один мандат, второй мандат, и слушать там вот эти вот сказки, там, та фирма оплатит, та фирма то, та фирма это, да хер вы там угадали, ребята. Таких как я, таких как вы здесь, как говна. Каждый второй ищет работу водителем на бус. Поэтому вас завтра, послезавтра штрафанут, депортнут на лет так 5. А придет какой-то Алеша на ваше место и будет продолжать вот эту вот автоэпидерсию. Поэтому включайте мозг. Не ведитесь на то, что рассказывают логисты. Не ведитесь наполовину... Козырек короткий. Не ведитесь на то, что рассказывают половина шефов, которые бестолочи, бесчеловечные, относятся к водителям как тупо к мясу. Потом, не соглашайтесь на какие-то там подработки, недоработки. Вот, в последнем видео я вам рассказал за то, что меня хотели заставить разгрузить машину. Ребят, бывало в предыдущих видео, тоже я рассказывал о таких моментах, было много критики, типа, тебе что, сложно что ли? Или, а что тут такого, размяться, почему бы и нет? Да если тебе долбу хочется размяться, выйди, поприседай, поотжимайся в фондеке, поставь поперечку, поподтягивайся. Нахер ты мне лепишь о том, что мне не трудно? У кого там умова праці, у кого умова злечения? Возьмите Google переводчик, сфоткайте, переведите себе, что там написано «Кировца». Все. Вам платят за то, что вы ведете автомобиль из точки А в точку Б. Больше вы ничего делать не должны. Сейчас вспомню еще что-то. Ладно, пока уже вот на этот момент, пока вот все, что я хотел вам сказать, я сказал. Пока, друзья, едем, ехать еще... О, господи, я вам 50 километров это все рассказывал. Надеюсь, вы еще меня смотрите. Я пока еду, в общем, подумаю, что вам еще рассказать. Почитаю комментарии, которые меня там, может, зацепили еще где-то, а я забыл о них. Ну... А пока послушайте музычку, хорошую музычку накачал, вот, кстати, с нового сайта накачал, зацените. Напишите в комментариях, лайкосик там поставьте, понравилось вам, не понравилось. Едем тулим, друзья. Итак, друзья, пока я ехал, мне пришло сообщение о том, что меняется адрес разгрузки. И ехать я буду на завод Lamborghini. Это второй раз, как я туда буду ехать. Но будет третий, это будет уже знак, согласны?
Ну а пока пойдем на радостях посидим в free Wi-Fi. Где тут вход в этом заведении? Опа-на, друзья, видали какой душ? Кидаешь сюда коинты, монетки и идешь в душик. Сервис. В Италии мы сходим в бесплатный душ. Там на всех заправках, что на платке, что на бесплатке, везде бесплатные души. Нет, ну вы гляньте, какие в Австрии туалеты. Рукомойники, писсуарники, ну и соответственно кабинки. Пришлось прервать съемку с туалета, потому что там кто-то бздюхнул так громко. Но чтобы вы понимали, там настолько все лакшери, даже вода в кране горячая. То есть можно спокойно встать сейчас и побриться там. По сравнению с Францией, когда я там ездил, паркингов особо нету. Ну, не особо, а их там нету. Они есть на платках. Так как я 90% ездил по ландам, поэтому смело признаюсь, если вы гуляете где-то по лесам Франции и во что-то вступили, то знайте, вы встретились с частичкой Одессит Official. Ладно, я уже вбил адрес, я там сидел, делал свои дела, оставил весь негатив в австрийском, так сказать, лакшери туалете. Интересно, они на ландах тоже здесь такие? Потому что сейчас я на платке нахожусь. Ехать мне 531 километр. В половину меньше, да. Очень приятно. Идем наберем водички в бахмашульку и будем ехать дальше. Погнали! Посмотрите, какая матовая штука. Как здесь водичку набирать прикольно. Помните, в деревнях такие штуки стояли, только там качать надо было. Слава богу, здесь качать не надо, просто нажал. И любуешься вот таким вот прекрасным видом. Вы только гляньте, какая красотень. Вообще бомба-ракета. А там горы. Маленько перелил. Ой, бля. Водичка казенная, поэтому можно. Я вам все-таки покажу эти горы, потому что сейчас буду ехать дальше, будет уже ночь, и нечего даже будет вам заснять. Ля, какая красотища, ёптель-мопель. Правда, эти ветки будут мешать немножко, но я думаю, вы глазастые у меня. Вам особо ветки не помешают. Как вам виды? Все-таки люблю я Европу. Классно здесь, красиво, живописно. Надо тулить, друзья, надо тулить. Итак, друзья, на часах у нас уже 15 минут 11. Приехал я на Автогриль, как я вам рассказывал. Сейчас я вам покажу, какие тут души. Да, я сразу включил вебасту, чтобы я с душа горяченький в тепленькую машинку заскочил, а не в холодную. Вот как выглядит этот Автогриль. Магазин при обычной заправке. И идемте в душ. Будет смешно, если он сейчас закрыт и не работает. А мне, как обычно, везет. Душ закрыт. Кстати, смотрите разницу между курником моим и вот этой машиной. Как там спать, не знаю. В общем, варианты. Ехать на следующий Автогриль, либо уже завтра. Давайте так, если мне по пути попадется, я не забуду, не пропущу, то я заеду и попробую все-таки пойти и показать вам. Если нет, тогда уже завтра. Приехал я на следующий Автогриль, и здесь душ тоже не работает. Говорят, сломанный. В чем я очень сомневаюсь. По идее, в Италии такого не должно быть. Вот сколько ездил, первый раз вот у меня такое, что вот сломанный душ и все такое. Тем более на платке. Ладно, если бы это были ланды, я бы еще понял. А так платная дорога. Ладно, поехали дальше. Друзья, решил все-таки попытать счастье в третьем Автогриле. Здесь душ работает. Мне кажется, что те две дамы мне соврали. Ну, мне не кажется, а так оно и есть. Они меня обманули.
Там души работали, просто после каждого им надо идти там что-то убирать, вытирать и все такое, и их просто харило это делать. Окей, thank you. Прикольно, не надо отдавать ключи от машины, не надо показывать QR-код. А просто идешь себе сразу в душ напрямую и все. Вот такой здесь душ. Стульчик, вешалочка, Внимание! вытяжка. Средней скорости начала. Ограничение 130. Ограничение 130 в душе. И вот такая вот кабиночка. Вот вы увидели, какие души в Италии. Намного ярче, чем в Германии и в других странах. По крайней мере, не надо жмякать эту дебильную кнопку. Не надо не платить никаких денег, не надо отдавать никаких ключей, паспортов. И в некоторых моментах даже не надо показывать QR-код. Люблю Италию. Вот если бы в Испании и в Португалии было бы так же, было бы вообще шикардосно. Сейчас я раскладываю все вещи, смотрю, сколько мне там осталось, потому что я точно не помню. Там 148 минут езды. Посмотрю, есть ли такой автогриль поближе к разгрузке. Если есть, подъеду туда. Если нет, останусь либо здесь, либо посмотрю, что там возле места разгрузки. Если есть где там припарковаться, переночевать, потому что в Италии с этим проблемы, то поеду туда. Если нет, то останусь здесь. Ну, в общем, сейчас решу. Я уже на месте, приехал на завод Lamborghini. Я вам скажу, и вид здесь просто бомбезный. Вы только гляньте, какая там красота стоит. Вообще бомбезно. Я так понимаю, вот это музей Lamborghini. Сейчас, в общем, паркуемся здесь и утречком заезжаем. Все, всем спокойной ночи. Доброе утро. Ну что ж, я проспал. Разгрузка была на 7 утра, а сейчас уже 8. И оказывается, не там надо было выгружаться, где я вам вчера показывал. Там офис. В общем, я объехал. Вот это вот здание справа. Регистрация. Мне дали, как обычно, план побега. Я оставил номер телефона. Мне сказали, ждите, вам позвонят. Сидим, ждем. Недолго пришлось ждать. О, смотрите, какая ламба едет. Вы это слышали? Гляньте, мне бейджик дали. А, я думал, тут мое имя будет. Куда его прицепить-то, ё-моё. Ладно, не буду никуда цеплять. Как тут все сложно, друзья, капец. Выезжал. Ладно, будем выезжать так же, как и заехали. Как-то так, друзья. Вот такая вот покатушечка была. Я буду ждать Ламбо, а с вами я прощаюсь. Вы думали, что этим все закончится? А нетушки. Меня пригласили в музей Lamborghini. И сейчас мы с вами будем смотреть, что же тут есть. А показать тут вам есть что.
Все-таки умеют итальянцы делать автомобили красивые. Вы только посмотрите на эти бэтмобили. Вот такие небольшие кайфушечки и прогулочка по музею Lamborghini. Ставьте лайки, подписывайтесь, не забывайте про комментарии. И до встречи в новых видео. Пока-пока.